Всем привет, вы на канале Apollo Games, и мы продолжаем выживать в игре под названием Beast of Bermuda. Вышли обновления, обновили Ихтиовинатора, наконец-то завезли новую модельку с новыми анимациями. И в этой серии мы его обязательно посмотрим, потому что мы будем за него играть дальше. Я в прошлой серии снимал его с гнезда, как мы росли, и теперь будем продолжать. Он примерно почти что 1.2 ростом. И еще в этой серии я покажу Мегу. С ней тоже некоторые изменения произошли в ее, так скажем, фигуре. Кстати, заставка вроде изменилась, как будто качество графики подтянули. Ну, не знаю, ладно. В этой обнове, конечно, еще много чего было. Играю, если что, на серверах Tapkin Rival. Тут еще есть второй сервер Tapkin Rival. На нем играет, конечно, чуть поменьше людей, но зато там можно без проблем вырастить динозавра. Ну, то есть полегче как-то будет. Давай заходим. Ссылка на дискорд этого сервера будет в описании под видео. И давай начинать. Сейчас посмотрим, как выглядит Ихтиовинатор. Плюс у меня еще там скин по-любому сбился, потому что я был цветастенький, а теперь я какой-то желтый. И вот так вот выгляжу. Подожди, я сначала посмотрю по сторонам, хоть никого здесь нету. Вроде как не видно. Ладно, можно посмотреть его с разных сторон. Я, если честно, ожидал немножко более грозного вида. Но все равно мне нравится, как они его изменили. И давай походим. Да, не такая топорная анимация ходьбы. Опа, здравствуйте. Такой же Ихтиовинатор, только мне кажется, чуть побольше меня. Ладно, тут Ихтиовинатор вроде на меня внимания не обращает. Так, ребята тут бегают. Нифига себе у них окрасы. Синий прикольный, но опять же он слишком сильно светится, мне кажется. Этот вообще полосатый. Так, ну и давай немного посмотрим, как мы вообще плаваем. Теперь. Вот. Я понимаю, раньше он, когда плавал, он также ноги передвигал, как и когда ходит. Это нелепо выглядело. И когда я всплыву, что будет происходить? Ну опять же. Чё-то это не поменяли, я вот надеялся. Но он просто висит в воздухе и все. Странные дела. Ладно. Так. Давай еще попрыгаем. Нифига себе! Так они типа кульбиты теперь какие-то исполняют. Ну это красиво, да. Хоть и странно, но красиво. Вот так вот. Блин. Круто. Ладно, мне тут нужно восполнять жажду. Голод. Сейчас рыбки нахаваемся немножко. Так, тихо. Кстати, воду опять поменяли. То есть сейчас не так все хорошо видно в воде, как до этого. Но все равно там слишком осветлено было. Прямо аж, ну, по глазам сильно било. Вот сейчас, мне кажется, самое то. Ух, ё-моё. Мне теперь еще больше нравится играть за Ихтиовинатора. Мне и так в первый раз зашло. Теперь вообще круто. Так. Что у нас там по росту? 1.166. Я думал, я чуть-чуть больше. И скоро у нас уже будут таланты. Вы тут развлекаетесь, я смотрю. И нам дадут плюсы. Так, хороший родитель +1 от наследства. Я вот думал в этой серии делать, типа, продолжение рода, так скажем. Или нет. Ладно, еще посмотрим. Для этого мне хороший родитель нужно качать. Чуть где-то тут птер летает, но он слишком высоко, я навряд ли его поймаю. Давай в любом случае попробуем это сделать. Я сейчас должен высоко летать, но он как-то странно взлетает. Может быть, это тоже поменяли? Да нет. Могу я нормально, короче, взлететь. Ну и нам придется сейчас выйти на берег. Они хотят за водой сходить в пещеру. Правда, зачем мы здесь вышли? Нам еще топать и топать. Давай лучше по воде немножко доберемся. Еще прибавление. Ну, правда, мелкий какой-то, ну ладно. Давай, короче, погнали. Так. Где-то она вон там вроде. Это там, где я растил Мегу. Правда, там, скорее всего, сейчас может кто-то гнездиться. Вот, давай еще рыбку схаваю. И выпрыгиваем вот так вот. Урон я вроде не должен, да. Почему-то, когда так выпрыгиваешь, урон не получаешь. А вот если бы я спрыгнул откуда-нибудь, то получил бы, скорее всего. Но проверять я это, конечно же, не хочу. Ну да, мне хана, понятно. Ну, я успел уплыть. Офигеть, уже просто на крополях ушел. Я как-то тупо провтыкал этот момент. Ладно,
Сейчас буду более осторожным. Ну, конечно, жаль было бы, если бы я сейчас умер. Вообще печально. Пришлось бы заново растить. Ну и теперь направляемся просто на гору Птеров. Так, где-то она в той стороне должна быть. Да, на меня тут нападает. Ихтиовинатор, да? Ну да, их тут двое. Понятно, короче. А, да? Ясно. Дичь какая-то. Они сначала были типа дружелюбные, возле нас плавали, а потом начали кусаться и, видимо, убили шаурму. Я опять все провтыкал, да что ж такое-то? Это может быть, потому что я давно не играл, но это странно. Ох, ё-моё, да тут мозы плавают. Не, мне уже просто очень срочно попить нужно. Давай я уйду отсюда, просто пока меня не увидели. Чуть жестко. Народа очень много и много взрослых особей именно. То есть это опасно очень. Даже при том, что я не слишком-то и маленький. Думаю, я даже эти мучения вставлять не буду. Я полострова там проплыл и встретил где-то 6 моз. Здоровенных моз. И все, у меня сейчас вода на нуле. И единственный мой вариант попить здесь, но отсюда мозы уже уплыли. И вот это вот плюс. Скорее всего, вот на обратном пути 2 мозы я встретил отсюда. Вроде как там никого нету. Давай. Надо вспомнить только, как туда запрыгивать. О, с первого раза получилось. Отлично. А вода-то где? Вот это вот? Я могу вообще отсюда попить? Ну, пей же. Удерживайте Е для питья. Ну, воды здесь нету, да? Ё-моё. О, новый источник воды приводит вас в восторг. Неужели ты пить начал? Все, восполняется, отлично. Значит, живем. Пока что живем. Ага. Класс, вообще просто. Да уж, вот такая вот глупая смерть получилась. Просто я раньше, когда там находился, я прыгал с этого камня, не боясь, потому что уровень воды был выше. И сейчас он был ниже, и я просто упал на камень. Я испугался, кстати, людей, ну это подписчики, они по-любому сейчас смотрят видео, это те, кто меня гнездили, то есть это та стая была, в которой я рос, Мида и кошка вроде. Такие вот дела. Короче, я тут вырастил нового из гнезда. Самка 1.243. Я, если честно, устал расти. Это ужас какой-то. Сейчас на сервере очень много людей, очень много ихтиков. И очень много охотников за ихтиовинаторами. Потому что его же обновили, и сейчас все на нем играют. Ну-ка, сколько людей? 131 всего лишь. Сейчас мы будем делать гнездо. Ну и попробуем так повыживать, повыращивать детей. Так, я, наверное, полежу, все-таки похилюсь. У меня просто тут стычка была с Лурдой. Очень жесткая. Сейчас очень опасно и на суше, и в воде. Плюс тут еще где-то эта Лурда, с которой я дрался. Мы так и не добили друг друга. Так, ну и нам нужно сейчас искать губки. Мясо и, ну, чтобы сразу все было, мы будем готовить там яйца и как бы чтобы потом не бегать. Я еще играю за самку, и мне нужно будет держать комфорт и не получать урон, там все дела. То есть как-то беречься, это будет сложно. Ну и местечко мы уже выбрали. Тут есть озерцо, типа такой проходняк, знаешь, ну то есть здесь только проходят. Никто здесь особенно не селится. Так, где оно? Где-то вот здесь вот должно быть. Ну и должно быть нормально. С обоих сторон море. Если что, убежать, унести яйцо, опять же детей спасти. Чуть я промахнулся, да, как-то? Да, вот. Мне сюда, давай я сразу подпрыгну, посмотрю, вокруг кто-нибудь есть, вроде как нету. И вот смотри, я сейчас как выпрыгнул, да, с какой высоты я упал. Урона я, конечно же, не получила. Он там, блин, с 2 метров прыгнул, все, сразу же откис. Это вообще, типа, чё? Ну, если вы, типа, сделали то, что с рывка не наносится урон, если падаешь на сушу. Да, это логично. Но тогда и такой урон дикий не должен быть, если я просто падаю. Типа, странно. Немного. Так, я сейчас сгоняю за губками, знаю, где они тут есть. Правда, воды что-то маловато. Кто-то выхлебал всю воду. Вот у нас тушка мяса лежит. Ее мы забираем. Сейчас хотя бы миска 3 где-то найдем.
Я бы, конечно, в этой серии мог бы сделать тупо экшен, как я со всеми дерусь, но многие люди просили, чтобы я загнездил. То есть посмотреть, как я буду выживать со своими детьми. Так, тут сейчас инвизные ласмы были, и куда-то они уже делись. Но их я не особо боюсь, а вон они. Нифига себе! Они что такие здоровые? Это не ласмы, это кроны. А кто тогда здесь в инвизе бегал? Кто-то здесь был инвизный, но вроде только Эласма может это делать. Так что... Так, еще кусок мяса здоровый, но его вроде как там сильно обглодали. Блин, воздух кончается. Такое ощущение, что с этой обновой еще пофиксили... типа как... запас воздуха у Ихти, потому что он как-то стал быстрее кончаться. Блин, с губками мне не очень повезло, они, видимо, их все съели. Ну вот еще губка. ОМГ, тут Пахи прибежал, ну это хана. Он меня сейчас будет пытаться выпульнуть на берег, да? Нас тут уже убили, 2 Пахи даже, ну нифига себе. В этот раз мы успели хотя бы в воду сигануть. Так, все, вроде как все разбежались, тут еще здоровая крона в море сидит. И сейчас нужно, чтобы мне кинули приглашение. Так, вот, пригласила... Ага. Получено 150 урона. Вы получили 1 дополнительное яйцо. То есть в итоге будет 2 или 1? Не понимаю. Ну я в первый раз как бы гнездо делаю. Ну смотри, вверху справа 1 яйцо. Все, разобрались. 1 дополнительное, это значит 2 яйца. Ну, я так и подумал. 1 основное, и другое дополнительное. Блин, губки наши сожрали, да. Вот это вот плохо. Но это Пахи, которые прибегали. Но мы им ничего сделать-то и не можем. Сожрали и сожрали. Яйцо вынашивается достаточно быстро, потому что у меня хороший родитель вкачан на 3, плюс я еще 1 получил от наследства. Так, ну и тут по плюсам у меня выносливый +2 на этом ихтике. И это очень здорово. Я почти бесконечно могу на рывке передвигаться в море. Так, что тут еще? Крепкие ноги +1 и рывок +1. Этот гнездовой, конечно, слабее предыдущего, но чем богаты. Так, давай смотреть, у нас тут дебаф появился. Ну, типа дебаф. Вы скоро снесете яйцо, голод и жажда мучают вас сильнее, пока вы не отложите яйцо. И ваш комфорт понижается, больше вынашиваемых яиц усиливает этот эффект. Да, так, давай еще чуть покушаем, наверное. Будем дальше сидеть. Плохо тут никакого укрытия толком нет. Я могу, конечно, возле камня сесть, чтобы хоть как-то было. А хотя смотри, вот здесь вот где-то укрытие, да, есть? Только что было, но там процентов, наверное, 12. Ну-ка, возле камня, если сяду. Ну, нет. Не получается так. Хотя, если сидеть вот здесь, то нормально, 25% целых. Так, что тут? Сытый. Вы наелись, немного прибавили в весе. Так я ж вроде не переедал. Ладно, в итоге яйцо скоро будет готово. Единственное, губки не можем найти, потому что они там еще не отреспавнились. Но как раз, когда дети там появятся, губки, надеюсь, уже отреспавнятся. Все, первое яйцо готово. Сейчас мне высветилось, и наверху справа написана 1. И второе сейчас тоже приготовится. Давай, сейчас нужно, чтобы гнездо поставили. И я туда отложил яйки. Все, гнездо стоит где-то здесь, но из-за травы его не видно. И нажмите Е для взаимодействия. Вы желаете отложить яйца в гнездо, свитое вашей парой. Вы отложили яйцо в своем гнезде. Так, все, первый кто-то залетает, я сейчас спросил. Угу. Вероника, Вера. И еще одно. Подожди, а почему еще одно не могу отложить? А, вот, все. Так, опасный. Угу. Все. А почему у них такие аватарки одинаковые? Хотя у них цвет вроде просто одинаковый. Так, надо по сторонам очень внимательно смотреть. Что тут проходной двор такой. Но это лучшее место, что мы смогли найти. На остальных вообще жуть жуткая происходит. Но опять же, 131 человек онлайн. Такое как бы. Так. И мне вроде как надо рядом с ними находиться. Пока что. Так, сейчас тут странные дела происходят. Тут какой-то очень громкий топот. Вон в той стороне. И это что-то фиолетовое. А, это Апата, да? Ну и она, конечно же, направляется сюда. Это не очень хорошо. Так, опасный уже вылупился.
Давай его быстро отнесу. Чтобы он похавал мяско хотя бы. Так, я себя не вижу. Так, вот мясо. Давай ешь. Все, отпустил? Вроде когда. Она что-то стоит, думает, да? Не, ну драться с ней вообще такая себе идея. Апата, короче, сюда подходит. Уносим мелких. Может быть, она просто попить или пройти. Сейчас посмотрим. Все, Апата вроде как уходит, но хотя очень странно. О, я вижу вообще все показатели у них. Прикольно. Так, давай. Валим куда-нибудь. Да, что ж такое-то? Залагивает. Тут тухлячок. Там еще чуть-чуть мяска есть, но этого не хватит. Да и оно тухнуть уже начинает. Так, ну и не откиснуть бы. Все, отлично, мясо найдено. Где-то оно вот здесь вот лежит. Еще хорошо то, что переработали спавн мяса, потому что раньше он тут спавнился такой себе. Там вот эти вот мелкие тушки на 2 куся в основном лежали. Очень редко можно было нормальное мясо найти. А сейчас постоянно вот эти вот средние лежат. Ну и охотиться, когда ты делаешь гнездо, такое себе. Очень велик шанс, то, что ты умрешь, если постоянно охотиться. Потому что один же должен все-таки в гнезде сидеть и смотреть за малыми. Оказалось то, что в первый раз я принес гнилое мясо, хотя вроде я смотрел, нормальное было. Ё-моё, эти уже плавать погнали. Так, мясо здесь бросаем. Что там происходит? Возмущается то, что ее в зубы взяли. Так, я уже и сам хочу есть. И что это за плеск сейчас происходит? Это где-то вон в той стороне, да? Но я пойду сгоняю, угрожает ли нам какая-то опасность. Ну это плюс мясо, он как бы сам виноват. Что еще делать? Нифига себе ты жирный там. Но это крона, да. Ах, я, кстати, хочу об этом сказать. Если я вдруг кого-то убил из вас, то уж извиняйте, потому что многие, знаешь, их типа отпустишь. Ну, типа мы мир. Мы много с кем так делали, в принципе, но все равно я много кого убивал. Так, давай я посижу с ними, пойду. Так вот, и тут дело в том, что многие, они вообще не ценят того, что с ними нормально обходишься. Они потом вырастают, и им вообще плевать, они всех косят налево и направо. И вот таких вот доминаторов на сервере очень много. Так, птеродактиль, ты вали отсюда. Ну, здоровый, однако. Так, черт, как его найти-то теперь? Ты куда побежал? Сейчас тебя сопрут. Ну ладно, он, наверное, не успеет поднять. Я, если что, кусануть успею 2 раза. 2 раза же вроде надо для такого здорового птира. Так, все. Так, далеко не уходи. Ё-моё. Нифига себе, кстати, скин, смотри. Розовые какие-то пятки и... Так, какая-то... Примерно моего цвета. Я вообще какой-то лягушонок с грязью на бочине. Так, а второй? Ну, второй сейчас в траве сидит. Потом посмотрим, что у него там с раскраской. Ну, куда ты опять полезла? Ах, ё-моё. Иди губки поешь. Так, стоять. Так, все. Давай ешь губки. Вот у него расцветка. Типа, основной частью он в меня пошел. А ноги и вот эти вот точки синие. Капец. Ну, странноватый скин. Но я свой скин не выбирал, потому что я гнездовой, как бы. Но и Апата снова возвращается. Самое главное, чтобы она сейчас не пила воду, потому что если она попьет, то воды не останется. Ее и так мало, как бы. А я думаю, она очень сильно хочет пить, пока там ходила. Ну да, все, она к воде идет. Начинает пить. Давай смотреть, как вода убывает. И надеяться, что она не сильно убудет. Да, прям видно. Ё-моё, сколько ж ты пить будешь? Сколько в тебя вместится? Так, тихо, еще какие-то шаги слышу. И мне кажется... А, еще одна Апата. И, наверное, тоже пить хочет, да? Ну вот и вторая выпивает. Не, должно остаться, но в нее столько не вместится. Только если они еще пойдут побегают там, а потом опять вернутся, то да. Минус вся вода. Дайте напоследок искупаться. Не, ты лучше уходи, а то тебя сейчас щелкнут. Ну, он прям под хвост просто поплыл. Ясненько, понятненько. Они опасные.
Купайтесь, купайтесь, да. Сейчас один щелчок хвостом и нету больше купаторов. Нет, смотри, даже не ударило. О да, здесь еще и где-то пахи. Нормально так. Давай постоим сначала тут возле водички. Ну ладно, Апата вроде говорит то, что она сказала, чтобы пахи их не трогали. Так что можно в принципе возвращаться. Но пока что вроде как все неплохо идет. Так, где тухлятина вон там, а это... Блин, уже начинает портиться. Пора за мясом снова. Один из них говорит, что минус получил. Это странно. У нас типа ГП прокачан, то есть хороший родитель на 3 и 4. И плюс, ну, мы оба 1 и 2. Нас вроде не били там ничем, точнее меня. Комфорт я держал, все было отлично, но... Чё-то как-то не повезло, видимо, просто. Ой, а тут ребята стоят. Я за мясом как бы шел. Ладно, пойду где-нибудь в другом месте найду. Они очень быстро растут, я думал, то, что будет сложнее. Ну, скорее всего, нам просто сейчас везет то, что никто не нападает. Потому что до этого, пока я здесь сам рос, это было что-то с чем-то. В первую очередь, чтобы детям хватало еды, я думаю, самому не стоит это мясо есть, которое приносишь. Ну, питаешь просто такой рыбкой и все. Да, кстати, один из детей ушел, к сожалению. Ну да ладно, этого вырастим. Ну и тот, может быть, потом вырастет сам уже, потому что, ну, нормального уже там роста. Где-то 0,6 или 0,7 уже был. О, у травоядных траблы какие-то начинаются. На них вроде ихтик выскочил. Но они его отоварили, да? А вот еще это Мега? Или кто? Рексы и Ихт? А, это Рекс. Ихтик, вот он. Да. Здоровый, однако. Давай поможем, ладно, все. Ну и, кстати, это сейчас не вмешательство было с третьей стороны. Мы типа не помогали травоядным, мы устраняли хищей, которые здесь бродят, потому что у нас есть гнездо. А этих травоядных мы все равно убить-то и не можем. Это не из-за того, что они там были к нам дружелюбные. Тут как бы без выбора вообще. Ну и их-то я тоже бы убил, потому что раз он здесь появлялся, то стоило бы его тоже убить. Потому что он может прийти, а может еще и не один потом прийти. Ну и рост у него неплохой, конечно. Того их там. О, Эласмик. Привет. Ну он, в принципе, еще небольшой, но это тоже... Такие себе ребята, надоедливые, ужас просто. Так, что-то я по нему попасть не могу, нифига. Рывком. Давай вот сейчас. Нет. Давай, он подраться уже хочет. Все. Здравствуйте. Мы пришли вас убить. Как задрали эти ихты тоже. Все, типа, видят конкуренцию в тебе, то есть... Ну, если ты вырастешь, то ж ты будешь сильнее их. Все дела. Ну и вот таких ребят, короче, разваливать надо. У меня сила умений, правда, кончилась. Так. Ну... Они его, я думаю, докусают явно. Он чуть даже не сильно-то сопротивляется. Все. Мясо с него неплохо, конечно, упало. Ну и чтобы охотиться на всяких моз, нужно, конечно, закидывать в красную ветку очень много талантов. Ну, то есть, как минимум, скользкий на фул нужен. Ну и крепкие кости. Жизни еще бы неплохо прокачать. Ну и урон. Ну, такое. Рост уже 1.265. И я думаю, я не скоро смогу эти таланты вообще прокачать. Погодка, конечно, отвратительная. И давай залазим в пещеру. Может быть, тут кто-то сейчас есть. Заодно подеремся. Ну и спрятаться от этой хреновой погоды. Так, кто-то там пронеру, да, не прокачал, я смотрю. Так, каркас. Ну, раз здесь есть кристаллы, значит, здесь никого долго не было. ОМГ, тут, оказывается, сидела Мега, а мы ее даже не заметили, а она где-то за камнем спряталась. Ну, смотри, она драться сейчас будет, видимо. Но ей некуда идти, да? По суше она далеко от нас не убежит. А нет, хотя убежит, если наверх заберется. Не заберется. Ну все, давай, иди сюда. Мега, в принципе, здоровая, однако. Черт, немножко промахнулся. Но у нее меньше выносливости должно быть, чем у меня, по крайней мере, уж точно. Потому что у меня дофига ее.
Черт, он лучше забирается по горе. Ага, он решил со мной 1 на 1 подраться, пока что эти отстают. Давай, иди сюда. Нет, все. Уже передумал. Бедная Мега. Блин, она еще и упала и травму, походу, получила. Ё-моё, ну все. Она тупо, да, от падения умерла, можно сказать. Ее просто там добили уже. Но мы как бы ее изначально не трогали, ну, потому что мы ее даже не видели. Опа, их ты сидят на камне. Прикольно. Смотри, один, короче, на меня клюнул. О, а как он не умер-то? Нифига себе он спрыгнул. Мне кажется, он нифигово жизни потерял, когда спрыгнул с камня. Этим, кстати, можно было бы воспользоваться. Опасным там и ласма убивает. Но если я туда запрыгну, они сразу вдвоем кусать начнут, да и самому потом будет сложновато спрыгнуть оттуда. Они говорят нам, остров занят. Но смотри, сейчас можно, в принципе, с одним пока подраться, второй пока слезет. Имели мы, короче, дело с этими ребятами на архипелаге. И давай, идем, короче, драться. Пофиг. А я думаю, они чуть больше нас, потому что, ну да. Я думаю, они массивней. Неплохо так. Так, тихо. Но второй просто там пока спустится. О, ё-моё, уже спустился, однако. Мелкого убили нашего. Офигеть ты здоровый, конечно. Да. Ох, черт, я своего ударил. Ну, и мне нужно отходить прям стопудово, и я умер. Как оказалось, это был какой-то мега-гнездовой ихт, ростом примерно 1.5, ну и понятно. Вы там могли видеть то, что он наносил мне в 2 раза больше урона, чем я ему. Ну и, конечно, я растерялся из-за того, что он прям спрыгнул с камня снова. Он, то есть, уже был ранен от того, что по-любому там спрыгнул. А тут он даже париться не стал. Он просто с самого верха спрыгнул на ребенка и сразу же убил его. Мне, конечно, надо было дальше продолжать драться, но я думал то, что он переключится на второго, и я, типа, за это время успею развернуться и еще его накусать. Но не срослось, он намного быстрее меня, очень быстро меня догнал, но опять же, видимо, там не только прокачка в урон и в скорость, так еще и плюсы какие-то вообще нифиговые. Ну и давай посмотрим Мегу теперь. Ее модельку поменяли за это время уже 2 раза аж. И в первый раз ее сделали супер худой, я попозже покажу вам скрин. Но сейчас она выглядит вот так вот. Морда опять же изменена. Но они ее все что-то вытягивают. Мне нравилось больше, когда она была какая-то квадратная, а не такая вытянутая. Да, там моделька сама была хуже, но как-то мне это больше нравилось. И вот это супер худая Мега сейчас. То есть, смотри, у нее тут и складки появились. Ну, худоба вроде как видна, но все равно не так уж и сильная, как на скрине, который я вам сейчас покажу. Еще у модельки вроде как нормально сделали хвост. То есть, раньше он как будто отдельно от тела был. Особенно, когда ты идешь, тело двигается и хвост такой торчит. Это не очень хорошо смотрелось. Но вот так вот выглядит сейчас обычная Мега. То есть, 100 еды у меня сейчас. И, ну да, такой толстенький. Единственное, ей горб не исправили. Вот, ну, типа, идешь, у нее как будто что-то со спиной не так. Это тоже стоило бы сделать, как-то выровнять или еще что-то. И когда бежишь, смотри, он прям просто подпрыгивает. Этот горб. Это странно. Ну и вот толстая Мега. Чё-то, мне кажется, ее какую-то сделали. Да, видно то, что она пирожочек прям, но до этого она прям какая-то плоская была. И очень широкая. Вот так вот выглядела Мега до этого, худая. То есть, смотри, тут даже ребра были видны, но и она чересчур как-то была худая. Из-за этого захейтили эту модельку и ее сделали, ну, чуть-чуть хотя бы потолще. Вообще, конечно, я понимаю то, что, ну, это должно отражаться на самой модельке. Ну, типа, в зависимости от того, сколько у тебя еды сейчас, насколько ты насыщен. Но они просто до того переборщили, что на это больно смотреть, когда ты худой. Серию я анонсировал еще где-то неделю назад за Ихтиовинатора, но
Я не просто так выпускаю только сейчас видос, я просто все это время, абсолютно все, снимал этого ихтиовинатора, и я не знаю, мне еще отдохнуть нужно несколько дней, что психика подпорчена, я умер раз 50. Ну знаешь, бывают такие моменты, когда вот, ну не везет тебе, что ты не делай, тебе не везет. Вот и у меня сейчас так же было. Увидимся уже в следующей серии, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.